Путин что-то делает, но его не понимают. Я не понимаю, зачем мы трогаем Украину. Вы верите в санкции? Не смотрите телевизор. До тех пор, пока Соединенные Штаты не переберутся на этот континент, они не успокоятся. Хотят любви непонятной русской. Захватить и загробастать. Наглостью забрать. Хотят они все время с нами поссориться. Не будут повелители мира всего тогда? Боятся в итоге они, что мы их не боимся. Думали, что я сейчас с балалайкой, с медведем и с матрешкой выйду. Это психологическая атака. Они хотят войны, они не хотят, чтобы мы жили. Мирно. Что Америке нужно от России? Очень интересный вопрос. Вы до сих пор не поняли? Они хотят вас уничтожать, русских, и все. Зачем им наше уничтожение? Потому что они хотят только сами жить. Они же живут за счет других, они паразиты. Как педиатры, они все на всех нападают для того, чтобы они жили. А что нужно делать-то нам всем, россиянам? Вам ничего не надо делать. У вас есть вождь хороший, который все делает. Путин. Войны хотят. Они хотят с нами воевать? Да. А нам что делать? Обороняться. Думаю, ей ничего не нужно. А нам от Америки нужно что-нибудь? Да нет. По телевизору все время показывают НАТО, внешние враги, Я не угроза. смотрю телевизор. Как вы считаете, стоит ли верить вообще таким новостям? Думаю, не особо. Я считаю, что мы победим. Они хотят счастья нашего русского, нашей безбашенности. Они хотят этих далей, этих просторов. Они хотят любви непонятной русской. Вот и все. По телевизору все время показывают про внешних врагов, НАТО, угрозы, войну. Стоит ли верить таким новостям? Это все пранк. Это пранк от Байдена. Ну, я думаю, что просто у них общество так устроено, что на первом месте деньги, материальные ценности. У них не хватает немножечко духа, они завидуют нам. А как вы думаете, в чем они нам завидуют? Ну, нашей свободе, наверное. То есть мы свободнее, чем они? Да. Кушаются на наши ресурсы, которые тоже имеют денежные выражения свои. Наверное, может быть, понять и простить их, быть великодушнее. Заниматься своими проблемами. Пустить газ обратно в Россию. Ой, не знаю. Наверное, какие-нибудь поставки чего-нибудь. По телевизору все время показывают, что Америка, НАТО, враги. Ну, сомнения есть, конечно. Наверное, какие-то факты должны быть. Фактов пока нет. Ну да. Не знаю. Ничего. Я бы сказал, ничего. А нам что нужно от Америки? Да нам тоже ничего не нужно. Да, тоже ничего не нужно. Америка, угроза, внешние враги, НАТО. Вы верите этим новостям? Нет, конечно. Да нет, что верить-то Я всему, считаю, что по телевизору говорят? Скорее всего, агрессор России, я предполагаю. Что Америке все время нужно от России? Чего они от нас хотят? А нам? Тоже. А вот по телевизору все время показывают НАТО, внешние враги, угроза, война, Америка. Как вы относитесь к таким новостям? Они хотят, вот я не знаю, чего они хотят захватить и загробастать. Всех денег они не загробастают. В гробу они не нужны, но они не знают, что такая война. И дай бог американскому народу не пережить эту войну и этих ужасов. Им надо почаще показывать нашу прошедшую войну, им надо показать, что это такое. Им нужно захватить наши богатейшие земли и наши богатейшие в мире недра. И им это не дает покоя. Они не могут, у них, я извиняюсь, как покойник Черномырдин сказал, если у них где-то чешутся, пусть почешут. Сказали наши недры, а вы получаете какой-то доход от наших с вами недр? Ребята, я прошу меня не провоцировать на этот вопрос. Нефть, газ добыли, а впереди тяжелые, там нужно больше вкладывать. А они вкладывают в свои карманы, а в гробу карманов нет, пусть запомнят они. И у них растут еще дети. И наши дети скажут, а что вы гробили? Я горняк, по второму я экономист. И я знаю... Думаете, а кто виноват в том, что вот недавно случилась трагедия на шахте и погибло столько ребят? Я землячка, я из Ленинска-Кузнецка. Наши ребята погибли, я скажу прямо. Начало приватизации, вот это Чубайс виноват. Клянусь вам, на легкие деньги бросили все эти горнодобывающие, все шахты. Ну, наверное, территория. Думаете, они хотят ее забрать у нас?
Ну, наверное, а чем еще-то может надо быть? Если у вас деньги хотят забрать или квартиру, вы что, ее отдадите? А в новостях все время показывают, что Америка, НАТО, внешняя угроза, враги. Все это правда или нет? Да, мне кажется, вряд ли. Думаете, не совсем. Ну, а почему, конечно же. Если бы была бы угроза от Америки, то, ну, я не знаю, знаете, эти отряды каких-нибудь добровольцев бы строили, еще что-нибудь. А так они много всего говорят, что Америка, что наши политики, это же политика. Я говорю, я на Её политические вопросы запасы. не отвечаю. Ее территория ей нужна, Америке. думаю, им ничего не нужно. Что в новостях показывают война, Америка, НАТО, внешняя угроза. Стоит ли верить вообще новостям? Правдивые они? Ну, нет, по факту. По факту нет, вообще нет. Тоже нет. Без понятия. Они наводят этот сыр-бор, чтобы люди запаниковали, начали что-то у себя в голове там напридумывать. Лишняя паника создается из-за этого. Нефть. Серьезно отвечать или как? Серьезно. Владимир Владимирович, Путин, нефть и вы. А как вас зовут? Меня зовут Алла. Скажите, пожалуйста, а то, что показывают в телевизоре о НАТО, внешних врагах, угрозе Америки, стоит ли верить таким новостям? Я сам Адам скажу. Запикаем. В душе вообще. Землю, ресурсы наши. Думаете, они хотят их захватить, забрать? Или Наглостью забрать. стоит ли верить таким новостям? Да не надо ничего, никому верить и все. Никому нельзя верить. А кому можно? Никому. Ну вот хотят они все время с нами поссориться. Вот как они ссорились, так и до сих пор ссорятся. Хотя Россия не делает ни этого, ни того, понимаете? Они все равно все мы плохие. Стоит ли верить таким новостям? Нет, не стоит, потому что война не будет все равно. То есть они побаиваются нас, американцы. И так как они хотят, чтобы еще на их сторону другие страны зашли, ничего не получится. Знаете, что Америке все время нужно от России? Чего они от нас хотят? Россию разрушить всю напрочь. А зачем им это? Да они будут повелители мира всего тогда, если они все это подберут под себя, что непонятно. Про НАТО, внешнюю угрозу, про возможную войну. Как вы считаете, стоит ли верить таким новостям? Конечно. Ну, хочешь мира, готовься к войне. Мне кажется, им как бы все равно на Россию, наверное. А мы чего от них хотим? Я не знаю, зачем мы все время трогаем, надо своими делами заняться. А в новостях все время показывают про НАТО, внешних врагов, возможную войну. Как вы считаете, стоит ли верить таким новостям? Ну, кому-то это интересно смотреть, кому-то это неинтересно смотреть. Мне это неинтересно смотреть, потому что я лучше займусь позитивными как бы вещами. Вы спрашиваете, трогаем США, да? Я не понимаю, зачем мы трогаем Украину. Я просто не понимаю, им вообще типа нечем просто разговаривать больше. Сколько дел нужно вообще здесь еще сделать, мне кажется. Ну, это всем, наверное, так кажется, да? А они там все что-то на Украине хотят сделать. Что Америке нужно все время от России? Ничего не нужно. А нам от Америки? И вам ничего не нужно. Скажите, а вот в новостях все время показывают про НАТО, внешнюю угрозу, возможную войну. Стоит ли верить таким новостям? Во все верьте. Думаете, Я вам разрешаю. нужно? Верить. Не знаю. А вы верите? Думайте сами. А вы верите? Я нет. Не знаю, что они хотят. Ничего, наверное. А мы что от них хотим? Тоже ничего. Ничего, помочь. А нам что нужно от Или вы Америки? верите в санкции? Не смотрите телевизор. За НАТО, враги, вот Чушь эти... собачья, этого нет уже давным-давно. Это, понимаете, наша территория такая большая, что наши интересы присутствуют везде, получается. Ну, кроме разве что Латинской Америки. И в соответствии с этим получается, что не на нас нападают, а мы просто колонизируем и все больше становимся. Понимаете, если бы Советский Союз был бы, то мы бы сейчас всем миром владели. Как и было, в принципе. Мы со Штатами 50 на 50 делили. А что им, может быть, от нас нужно? Вот пытаемся спросить у вас, может, вы знаете? Не могу ответить на этот вопрос, если честно. Я считаю, что нет. В Техасе добывают нефть. В принципе, НАТО оружием обеспечивает Бельгия. Те же самые, грубо говоря, Эфенфал, винтовки, которые в основном они делаются в Бельгии. М4 делаются в Австрии, в Америке.
большую часть нефти все равно добывает, грубо говоря, Саудовская Аравия, а не мы. Я не могу найти то, что есть у нас что-то такое эксклюзивное. Тот же самый Боинг производится, сколько там, 16 стран производит Боинг. То есть у нас нет ничего такого эксклюзивного, грубо говоря, чтобы Америка хотела захватить. Америки, чтобы мы их боялись, но мы их не боимся. И боятся в итоге они, что мы их не боимся. Скажите, а зачем им нужно, чтобы мы их боялись? Свое превосходство они хотят показать мировому, мировое господство. Но есть такой субъект под названием Россия. Она это им не дает показать себя, что они прям в мире хозяева. Всегда мы такие, опа, и Россия тут, если что. По телевизору все время показывают о внешней угрозе, врагах НАТО, ЦРУ, Америки, возможной войне. Как вы считаете, стоит ли верить таким новостям? Абсолютно нет, потому что наша военная мощь, она уже далеко-далеко впереди всех, и НАТО, и любой страны. Недавно, вы же тоже телевизор, наверное, смотрите, да? Показывал Владимир Владимирович, нас многоуважаемый, что есть такие, и недавно показывал, как спутничек сбили прям, уже ненужный, старенький. Америка была в шоке, они собрали консилиум свой. Типа, что делать? У русских есть уже такое оружие, которое вылетело чуть дальше МКС. Не знаю, честно говоря. Чего? А мы чего от них хотим? Мы ничего от них не хотим. Нам всего своего хватает. Скажите, а вот в новостях все время показывают про внешнюю угрозу НАТО, ЦРУ, возможную войну. Это психологическая атака. На нас? В общем-то, на человечество, на все. Потому что это же не закончится, как вот даже во Вторую мировую войну. Это все будут участвовать в этом. Потому что если будет война, то она будет атомная. А что надо Америке? Америке то же самое, что и всем надо. Деньги. От нас? Да. У нас у самих нет денег. А деньги это печатают. У нас нефть есть, газ есть, золото есть. Считаете, что они хотят этим завладеть? Конечно. А у нас все, и Франция хотела, и Германия хотела. Для чего им нужна была Россия? Да кто ж их знает? Да они жадные просто. Кто их знает, что они хотят? Это Мне кажется, они сами даже не знают, чего они знают. хотят. А мы вы что-нибудь... имеете в виду Америку или кого? Или людей? Вот, мы обычных? имеем в виду Америку. Вот по телевизору все время показывают НАТО, ЦРУ, Америка, вот внешние враги, угрозы, война. Вот стоит ли вообще этому верить и правда ли... А почему же нельзя верить? Надо верить, конечно. Это же наше государственное телевидение, оно правду нам говорит. Надеемся, во всяком случае, на это. Пусть говорят. Мы же больше нигде источников у нас других нет. Мы же не можем где-то еще это узнать, что они там хотят. А что они хотят, они сами не знают. Да откуда ж я знаю? Даже и мысли нету. А мы что от них хотим? Честно, не знаю даже, что сказать. А вот показывают по телевизору про ЦРУ, НАТО, внешних врагов, угрозы, возможную войну. Как вы считаете, стоит ли верить таким новостям? Перед тем, как верить, сначала проверить, а потом уже думать, верить или нет. Что Америке нужно от россиян? Дружба. А вот то, что показывают по нашему телевизору, что кругом вокруг нас враги. Они просто лидеры, да? Поэтому все равно всем нужна дружба. Чтоб нас не было. Серьезно, прям так? Нашу территорию, да. Они прям хотят нас ликвидировать. Прямо ликвидировать, давно. А что нам-то делать? Не обращать внимания. Мы сильная страна. Не знаю. Америке, думаю, ничего не нужно от простых россиян. А россиянам что нужно? Тоже ничего, или они это сами себе придумывают. Скажите, а как сделать так, чтобы все страны стали нам друзьями? Синхронизовать внешнюю политику всех стран. То есть никак. I don't know. У американцев существует комплекс неполноценности по параметрам нашей страны по отношению к их. И причем эти документы есть в Конгрессе. Это один из экспертов высказал такое мнение. До тех пор, пока Соединенные Штаты не переберутся на этот континент, они не успокоятся. Вот и все. Вы считаете, они хотят нас захватить? Они не будут никого уничтожать и захватывать. Им нужен протекторат на этой территории. Все очень просто. А нам-то что делать? Ничего. Руки короткие. Не знаю. Не знаю. Есть какие-нибудь предположения? Нет.
Что Америке все время нужно от простых россиян и от России? Чего они хотят? Ничего они не хотят. А как же вот по телевизору все время показывают Америка, враги там, НАТО? Это пропаганда обычная. Чего не нужно, это нам от всех нужно. Понимаете? А чтобы нас уважали, неизвестно за что. Есть нас за что уважать вот с нашей путинской... Пока нет, и это ужасно. Что нужно сделать, чтобы все... Уехать отсюда, я и детям своим, и внукам своим говорю, уезжайте быстрее, как можно быстрее. Получайте образование и мотайте отсюда к чертовой матери. Не знаю. Ничего. Все время по телевизору показывают, враги они наши, НАТО там еще. Враги они не враги, я думаю, просто не знаю, что им надо. Живем мы и живем. Вообще ничего, я уверен, что им нужно просто тоже жить спокойно. По телевизору все время показывают, что это там наш внешний враг, НАТО там. Не надо верить тому, что говорят по телевизору, вот и все. Там живут такие же люди, как мы. Они ничего про нас не знают. Они ничего про нас не знают, так же и мы про них ничего не знаем. Мы для них как аборигены, они для нас какие-то чудные. Один раз на выставке они ходили на нас, смотрели, вот я просто помню. Ну, точно думали, что я сейчас с балалайкой, с медведем и с матрешкой выйду. Ну, простым ничего не надо, простым людям вообще ничего не надо. И украинцам эта война нафиг не нужна. Это какие-то политические игры. Спасибо. Не знаю, что им нужно. Что им нужно. Все время... Чтобы нас меньше стало. А зачем им это? Ну как? Тогда им больше достанется из бюджета. Думаете, им достанутся из бюджета наши деньги, если мы умрем? Ну, если, смотря какое количество умрет. Что им нужно? Чтобы они были первыми. Они ревнуют к тому, что у нас экономика развивается, что мы становимся независимыми. А вот по телевизору все время показывают про то, что это наш главный враг, там НАТО и все такое. Как считаете, так это или нет? Нет, конечно. Мы ни с кем не хотим воевать. Мы уже прошли войну. У меня мама в 15 лет стала у станка на заводе Владимира Ильича и имела медаль за доблестный труд. Вы представляете, 15-летняя девочка, 20 килограмм снаряда для «Катюш». Так что нам уже не надо. Как сделать так, чтобы все страны с нами дружили? Трудно сказать. Путин что-то делает, но его не понимают. Вот говорим. Вы думаете, почему его не понимают? Наверное, не хотят. Знаете что, не спрашивайте меня, мне какое до Америки дело. Отсюда не надо мне эти вопросы задавать. Больше надо это Россия сделать на нейтральной стороне, пускай будет. Никого, ни от них не зависит, ни Украина. Вообще надо нам отдельно жить и все. Пускай нас не трогают, и мы их не будем трогать. Кто сейчас нас трогает? Я по телевизору слушаю, там США, там это Украина, что-то они около нашего границы там гуляют. Как вы думаете, зачем это им нужно? Не знаю, что-то они хотят, или они нас дразнят. Предупредить надо, и все. Сколько можно издеваться? Да, мы так и сильная страна, а что будем бояться хохлов этих? То им надо, чтобы мы рабами стали. Так считаете? Да, на полном серьезе. Что нам нужно делать, чтобы не стать рабами? А мы и так это делаем. Мы сильные и крепкие, и никогда не будем ими. Чтобы мы были все время под копытом у них, и все. И все. Подчинялись, и все. Что нам делать? Нам бороться с этим. Как? Как боремся, так надо бороться. Россия всем мешает, потому что большая страна, и все ее хотят раздербанить. Вот и все. А нам-то что делать? Принимать все как есть. Америка всю дорогу враждовала с Россией. Сейчас, в данное время, это политическое все. Против России выставляется все. В общем-то, наверное, ничего не нужно, но они хотят денег. С нас. А если они, ну даже не с нас, почему с нас? Если они не будут говорить, что мы враги, им никто денег не даст. А там их народ, который верит во всякую фигню, которую им говорят. Что сделать нужно нам, как стране, чтобы все другие страны мира стали нам друзьями? Вот это сложно. Все не будут друзьями. Потому что вот даже посмотреть на Украину, она считает, что мы враги только потому, что им дают за это деньги. И таких стран много. И все не могут быть друзьями. Может быть, Украина считает нас врагами, потому что война на Донбассе, Крым? Нет. Им это тоже не нужно. Они на этом делают деньги. Это и Прибалтика тоже, она все время гавкает на нас только для того, чтобы там дали им денег. Земля нужна. Они же со всеми борются, лишь бы только
Землю отнять у них. Вот что им нужно, вот что. Над всем миром? Ну, конечно, Господи, вооружаться нужно. На границу поставить наше вооружение, никого не пускать. Кто их знает, что они хотят? Что-то хотят. По телевизору все время говорят, враги, НАТО там. А они не враги? Я хочу у вас спросить, как вы считаете? Самый настоящий. Войны! С нами. Они хотят войны, они не хотят, чтобы мы жили. Мирно. А нам-то что делать? Нам что делать? Не знаю, там выше нас есть. Они знают, что делать. Что нам делать? Никто не знает. Все хотят идти прахом. А мы должны воевать. Что они от нас хотят? Мы что, трусы? Любви. Думаете? Да. Можно обратиться, пользуясь случаем, Владимиру Владимировичу Путину. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Мы вас уважаем, ходим за вас голосовать. Помогите мне, пожалуйста. Можете только вы мне помочь. Дело в том, я живу в коммунальной квартире с соседями. Соседи мои не платили за свет. Я их умоляла, так умоляла, почему не платите? Соседка говорила, я плачу. Покажи квитанции на работе. А сосед говорил, за меня платит мама, квитанции у мамы. Меня судят. За что? 4 раза судили меня. И зашла к начальнику, Лариса Васильевна. Скажите, за что судили конкретно? За то, что плачу я. Я показала все квитанции свои. Она открыла компьютер, да, вот тут все платежки качур идут. Ну вот за что меня судят? Почему так несправедливо? 4 раза судили. 4 раза я выиграла, и не факт, что они еще не подадут. Я пошла к начальнику, уже другой начальник, он мне вот эти бумаги перед носом вот так вот. Вы видите, написано солидарно. Долг не делится, оплачивается вместе. Почему я должна оплачивать долги моих соседей? Зачем вы тогда за них, за всех голосуете, если они вот так вот с вами поступают? Я сама не знаю. В интернете читать новости. Ой, ну там вообще помойка, интернет. Я не читаю. Да, я тоже не читаю.